Всем доброй ночи, друзья мои. У нас идет дождь, но мне кажется, что шум дождя скорее успокаивает, чем мешает и раздражает. Кроме того, пока есть возможность и пока есть у нас теплые дни, я предпочитаю снимать во дворе, в тишине, в покое и на свежем воздухе. Пожалуй, еще не было такого канала и таких объяснений и разъяснений, как я постаралась сделать для своих зрителей. Я считаю, что самая главная моя заслуга в том, что я поменяла отношение людей к ведовству. И если раньше им казалось, что ведовство – это какие-то гадания, там, любит, не любит, придет, Вася позвонит, то после моих лекций начали понимать, что на самом деле это наша звезда. Так, давай, звезда. Начали понимать, что на самом деле ведовство – это целая наука. И что духов даже я, будучи ведьмой, просто так не беспокою, без особой надобности. Люди, которые не понимают совершенно, что это такое, что означает магия. Особенно те люди меня очень удивляют, которые выдают себя за ведьм и в то же самое время не понимают, что колдовством, ритуалом, например, не удаляют канал, что есть физическое проявление реальности, есть духовное проявление. Однако сделать так, чтобы человек, который ведет какой-то грязный канал, просто получал по заслугам, и через некоторое время этот канал стал никому не нужен, не интересен и бесполезен, вот это и есть ведовство. Что невозможно одним заговором сделать так, чтобы человек онемел, но можно сделать так, чтобы этого человека никто всерьез не воспринимал. И много другое. Есть физическое проявление жизни, есть духовное проявление, есть измерения различные, есть потусторонние миры, есть духи, которые слышат и помогают, есть наказания, которые доходят сразу, есть наказания, которые доходят постепенно и прочее. Это очень серьезная наука, и некоторые просто магию воспринимают через призму фантастики, каких-то фильмов, где там одним махом руки какой-то чародей мог там перевернуть, предположим, столы, да, и расправиться с целой армией. Это, конечно же, сказки, друзья мои. Магия – это концентрация энергии, это настройка, это зазыв определенных сил, это призыв к определенным богам, это обращение к стихиям, к духам, к мертвому миру. Очень много различных вариантов. И как я определила понимание магия. Магия – это обращение к различным силам, различными методами и способами для получения от них определенного результата. То есть для получения желаемого. Это обширная, очень большая такая тема. Огромное количество древних и новых направлений магии. Равнинная магия или русская магия, славянская магия. Африканская магия, вуду. Вуду тоже делится на очень много различных веток, как мы называем их, поскольку определенная магия – это как дерево. И от этого дерева уходят ветки в разные стороны. Это сантерия,
это афроамериканская магия, это бразильянская ветвь вуду. Огромная. И все эти направления я постаралась с вами изучить, объяснить вам. Для чего это делается? Для того, чтобы люди поняли, насколько это все серьезно, и почему тысячелетиями жрецы, а после их потомки, ведьмы и колдуны, так легко и просто каждого не приобщали к этим знаниям. Но поскольку интернет дал возможность открытия различных сайтов, огромного количества книг разных направлений, в которых не всегда самая точная и правильная информация, я бы сказала, во многих даже просто вода или каша. И хорошо, если там просто вода ни о чем, а бывает и вредоносная информация, вредоносные обряды, которые... То есть многие люди, которые подались в магию, объяснив это тем, что у них есть какое-то дарование, какая-то сила, даже не имели представления о том, что это такое вообще. Просто в 90-е годы, когда люди были в трудном положении, каждый хотел удачу, знаете, поймать за хвост, получить сразу все, ничего не отдавая взамен. И вот тогда стало престижно, модно, появились новые направления магии. Все это было связано с бесовщиной. Сатану возвели в культ просто чуть ли не царя магии и прочее. То есть целая каша ни о чем, но зловеще так вот навевает такую жуть, ужас, страх. Но ясности нет. И вот именно по этой причине такие люди, как я, начали объяснять людям, что такое магия на самом деле. Потому что у нас не было иного выбора. Нам нужно было просто реабилитировать эту древнюю науку, объясняя тем, что, вы знаете, магия – это не сказки. Как некоторые, например, умные головы в кавычках говорят, что вот. Знаете, вот я так понимаю, что для некоторых людей, которые почему-то, опять же, себя называют ведьмами, но при всем этом не то что далеки от ведовства, понятия не имеют, что это такое. И так смешно иногда. По мнению таких людей, ведьма – это человек, который просто просыпается, знаете, вот дает указание швабре, и она вот протирает полы. И дает указание там стиральной машинки, и машинка начинает, значит, стирать белье, вывешивается само белье, выходит на солнце, потом само собирается. То есть вот дает указание домовому, и домовой готовит еду, там всех кормит, потом моет тарелки. Понимаете, вот по их пониманию они, то есть из крайности в крайность. Вот если ты ведьма, вот почему вот ты вот не сделаешь вот там, не знаю, силой своей, не заставишь что-то там такое. То есть такие идиотские вещи, которые вызывают только смех. Откуда идет это невежество? И еще раз объясняю, есть мир физический, есть мир духовный. И не путайте физический с духовным миром. Если у тебя в кармане нет 1000 рублей, ты можешь колдовать сколько угодно. В кармане оно у тебя не нарисуется, не появится из ничего. Но если ты призовешь удачу, эти 1000 рублей могут тебе подарить, ты можешь найти, тебе могут дать надбавку к зарплате. Понимаете, о чем речь? Что для того, чтобы получить что-то через мир духов, в любом случае мы притянем это в физическом мире, в физическом плане. Итак, почему я об этом говорю в предисловии? Чтобы объяснить вам, что вот не все проблемы, которые существуют у людей, это обязательно какие-то проклятия, какие-то порчи, кто-то куда-то пошел, сделал. Очень много безумных людей, которые помешаны на этих порчах постоянно, вот на них все колдуют, все кому-то что-то делают. Обычно такими людьми пользуются как раз вот магуи нашего времени. Им очень выгодно, когда человек, знаете, говорит, меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад. Когда человек готов к этому, когда человек хочет услышать то, что ему надо, есть люди, хорошие психологи,
Да даже плохие психологи сойдут, потому что не все люди разумные, начитанные и есть мозги. И приходя к таким людям, как только выкладывают свои сомнения по поводу того, что соседи колдуют, еще кто-то, то в ответ слышат, естественно, положительно. Да, вот колдуют, портят, надо это все снять. Потом еще кто-то наколдовал. С такими людьми можно всю жизнь вот так работать, всю жизнь им говорить, что кто-то на них колдует и прочее. Если ты, конечно, пришла в магию для бизнеса. Но если тебе дана сила, тебе такие вещи для тебя неприемлемы, потому что ты выше этого всего. И ты понимаешь, что в наше время очень мало, да и вообще в любое время очень мало настоящих людей силы. Поэтому верить в то, что все подряд колдуют, и у всех все получается, знаете, до посинения можно колдовать, начитывать, делать, ходить откупиться, прям по инструкции делать все как положено, но у тебя ничего не получится. Почему? Потому что тебе не дано это все, у тебя нет силы. А поскольку у тебя нет силы, твое колдовство ни о чем. Вот о чем речь. Что многие люди, которые приходят к ведьмам, у них уже изначально есть определенные печати, так называемые. То есть это такие порчи, но в более масштабном понимании, которые накладываются на людей до их рождения, во время их рождения, на их род, через родителей переходит. То есть основное количество людей приходит именно уже с этими готовыми печатями. А все остальное кто-то там сглазил, возненавидел, что-то начитал, допускаю. Такие моменты тоже бывают. Но если у человека есть изначально эта печать, то все эти сглазы, все эти проклятия, все эти какие-то начитки и прочее, они срабатывают намного сильнее, чем могли бы, потому как это имеет такую причинно-следственную связь. Так вот про эти печати никто не говорил. Вы знаете, есть такое понятие между Сциллой и Харибдой. Вот что лучше делать? Я подарила огромное количество работ, лекций, очень подробно объясняя каждую печать, объясняя типаж людей, тип порч, проклятий и так далее. И что произошло? Моими знаниями просто начали пользоваться люди и приписывать это, во-первых, себе, во-вторых, обнулять мою роль в этом всем. И в-третьих, начали казаться очень умными, начитанными, одаренными благодаря моим работам и лекциям. То есть они начали своей публике втирать это все, и пока публика не знала обо мне, естественно, воспринимала этих людей как очень мудрых, очень знающих и так далее. А поскольку их воспринимали как мудрых, знающих, одаренных, естественно, тут же открываются какие-то школы магии, школы таро и все прочее. То есть человек зарабатывает деньги благодаря моим знаниям. Когда ловят за руку таких людей, конечно же, крик выше небес и все такое. Естественно, какого вора вы поймали за руку, а он сказал: да, я вор, я каюсь. Конечно же, вор говорит, что вы сумасшедшие, не в себе, и уберите психическую, да? Вот как быть, как лучше? Ничего не дарить, ничего не говорить человечеству, никак не помогать, быть в безызвестности и уйти в безвестность. Получится ли? Нет. Яркий человек, он так создан, он должен подарить свои знания, он для этого пришел. А подарить, значит, будь готова к клевете, к грязи, более того, будь готова к тому, что твои знания многим принесут прибыль и источник дохода. Вы даже не представляете, сколько моих заговоров, ритуалов продаются с какими-то свечами, с какими-то статуэтками, еще что-то. Вот представить не можете. Сколько в этих эзотерических магазинах начали продавать фортун после моего канала. Но я не против, в принципе, они следят за этим. Спрос рождает предложение, то есть они видят, что нужно, они привозят. Это ладно еще. Но сколько людей там различными моими работами, ритуалами и все прочее, даже не говоря, откуда это, да, они это все превратили в коммерцию. Вот это нехорошо, что нет уважения к автору этого всего. И все считают, что если это доступно, открыто, значит, каждый имеет право на этом зарабатывать. Мне не жаль денег
которые они зарабатывают, хотя это лезть в мой карман. Мне жаль, что люди не понимают, откуда этот ритуал, и он в сыром виде, непонятном, дается людям. Понимаете, в чем дело? Итак, теперь про печати. Первое, что я хочу вам посоветовать, пожалуйста, открывайте там, набирайте печати «Ведьмина изба». Метки «Ведьмина изба». И откроются вам все мои лекции о печатях. Там подробно объясняется. Некоторые печати где-то схожи, но в принципе они все разные, и их появление в жизни человека абсолютно разное, по разным причинам. Многие люди, посмотрев эти печати, узнают себя. И они будут правы, но не всегда, потому что иногда человеку кажется, что у него вот эта печать как раз мое, но оказывается, там совершенно другая причина. Просто симптомы какие-то схожие, человек себя узнает. В любом случае будет не лишнее, если вы откроете, посмотрите заодно и, знаете, для себя очень многое можете как бы подчеркнуть очень нужной информации. Так вот, Каинова метка или печать Каина или метка Каина. Что это такое? Друзья мои, родственники, родственные связи – это некий такой кокон энергетический, в котором мы развиваемся. Вот мы рождаемся, у нас есть бабушки, дедушки. Ну, я не говорю о тех детях, которые росли, например, в детском доме, или, может быть, мать-одиночка и никаких родственников. Это уже нехорошо, но в любом случае. Но в основном, основное количество людей, когда мы рождаемся, у нас есть мама, папа, сестра, брат. Или потом рождаются, если мы старшие. Значит, бабушка, дедушка, прабабушка нам рассказывает, вот тетя, дядя, дядины дети, которые приходят с нами, играются летом, и там сводят с ума бабушку. И много чего еще. То есть много кто еще, извиняюсь. Это родственники. Родственники по крови. Родственники с одной стороны, например, с маминой стороны, да, тоже кровные родственники. Но бывает, что, например, вот не совсем родные по крови, однако входят в наше вот генеалогическое древо, потому что там снохи, они нам не родня по крови, но они, соединяясь с нашим родом, становятся одной целой с нашим родом, привносят в наш род свои генетические особенности, свою внешность оставляют в наших детях, потому что одна сноха, например, может поменять полностью вот весь, как вы сказать, идущий после него все поколение. Вот у моей матери в роду мужчины вообще рослые, высокие. Их называют медведи. Вот медвежий род их так называют, мамину сторону. Во-первых, они разговаривают, и повадки у них медвежьи. И они все рослые, плечистые, высокие, голос грубый. А вот из этих всех братьев, из 4 братьев маминой линии, то есть дедушки их, дед и дедово братья, которые все дошли до Берлина, между прочим, герои Советского Союза. И один из них женился на женщине маленького роста. Эфемия. Вот такое красивое имя. Неплохая женщина, красивая в молодости, но маленькая. И вот после нее, вот ее, вот эта вот ветвь, все маленькие по росту. Просто маленькие. Я бы даже сказала, даже слишком. Нет, это не болезнь. Просто они маленькие, очень маленькие ростом люди. То есть 1,50 м, вот мужчины, 1,60 м, самое больше дотягивают. Миниатюрные маленькие люди. То есть она привнесла в этот род свою генетику. И, естественно, и похожие, и схожие на нее, вот, например, ее внучки очень похожи на нее в молодости и так далее. Сыновья, и пошло, и поехало. Сейчас у них уже правнуки есть.
Если человек приходит в наш род, становится нашей снохой или нашим зятем, он вносит определенную, то есть свою генетику в наш род. И больше всего, естественно, женщины, потому что их дети остаются у нас в роду. Это уже наши братья, сестры. Если это мужчины, естественно, они продолжают фамилию. И смотрите, сколько родов представляете, уже, да, этот соловей мне переплетается между собой, отвлекает. Ладно. Между собой, и вот их вся эта генетическая информация, код генетический и прочее. Сложные, очень сложные вопросы крови, как говорил Коровьев, да, из «Мастера и Маргарита». Вопросы крови. Так вот, не удивляйтесь, например, что какой-нибудь ваш далекий родственник может оказаться где-нибудь во Франции, в африканской стране, еще где-нибудь. Потому что генетика человека, вот это древо генеалогическое, оно очень сплетается с разными ветками, разные века, разные тысячелетия. Кто-то за кого-то выходит замуж, кого-то берут в рабство во время набегов и нашествий и прочее. Теперь родственники. Семья, родственники. Как правило, это люди, должно быть, по крайней мере, это люди, которые единомышленники, родные люди. Первое, что помогает им преодолеть трудности? Сплоченность. Вот, человек заболел, родственники собрали деньги, вылечили. У человека беда, ну вот, погиб, умер, да, внезапно бывает молодой человек. Предположим, вот не готовы были родители к такому ужасу. Родственники приехали, каждый чем мог помог, и вот достойно предали земле этого молодого человека. Вот свадьба, родственники пришли, каждый подарил, каждый пожелал и так далее. Родственники, сплоченность – это некий кокон, в котором мы развиваемся. У нас есть родственники, у нас есть тети, дяди, и мы как бы... по идее, должны быть спокойны, потому что мы понимаем, что если в нашей жизни что-то случится, ну, нам есть куда идти, хотя бы переночевать или остаться пару дней, и нам помогут. Так должно быть. Для этого существует родственная связь, чтобы люди помогали друг другу в трудную минуту, вытащили из беды. То есть, а почему так? Потому что есть закон крови. Свою кровь нужно беречь. Людей, носителей своей генетики, своей крови, нужно беречь, чтобы они выжили, чтобы наша кровь не пропала. Такое есть и как бы в понимании национальность, да? Свою национальность нужно беречь, за свою родину нужно воевать и так далее. Свое, чтобы оно не исчезло. Ну, в нас это заложено. Мать сражается, дерется за своих детей, чтобы ее генетика продолжилась. Отец идет за свой прайд биться. Родственники сплочаются, чтобы спасти свою семью и свою фамилию и так далее. Это нам дано для того, чтобы человеческий род продолжался. Теперь, есть у некоторых народов, например, закон крови или считается право крови или право родственной крови. Что это означает? У некоторых народов, предположим, дети принадлежат не матери, не материнскому роду, а отцовскому. И вполне может тетя, например, прийти, забрать детей и не отдавать матери, если считает, что мать ведет там моральный образ жизни. Ну или что мать, например, хочет забрать этих детей куда-то или представляет опасность. То есть у этих народов, ну, в основном, например, преимущественно это южные народы, это кавказские народы, народы Средней Азии, Малой Азии. У них родственное существует право крови, родственной крови. Тетя, она ближе к этим детям считается, чем мать. Почему? Потому что она принадлежит этому роду. Она женщина, которая носитель их крови, то есть дети ближе к ней, это родственные дети. И она имеет право их опекать.
для спасения своего рода она выступает вместо матери, она может забрать тетя, бабушка, то есть родственница, ближайшая родственница. Это тоже предусмотрено для того, чтобы свои дети, генетически свои, не ушли куда-то в сторону, а остались в этом роду, и род был крепкий, сильный и большой. Еще это делается для того, чтобы освободить мать от определенных обязанностей. Если она хочет выйти замуж, то детей она обязана оставить, потому что эти дети принадлежат этому роду. Там могут относиться к ним плохо. Ну и другая женщина, которая придет замуж, выйдет за их родственника, за их там брата или ближайшего родственника. То есть она тоже не приведет из чужого рода других детей. И, следовательно, этот род будет чист, и наследство имущества рода не достанется чужакам. Далее. Брали женщин девственных, то есть девушек девственных. Почему? Потому что в то время не было тестов, и самый главный показатель того, что эта женщина родила детей именно для этого рода, была ее девственность. И она, приходя девственной, могла спокойно претендовать и на наследство, и после смерти мужа на вдовью долю. Например, у женщины была такая, вот по закону было так, отменили потом в царское время, потом снова возобновили, одним словом. Вдовья доля называлась. Женщина имела право на свою долю после смерти мужа, то есть она могла взять эту долю и выйти замуж, и семья обязана была ей этим обеспечить. Далее. Поэтому многие предпочитали, чтобы их снохи, матери незамужние оставались до конца жизни, чтобы им ничего не отдать. Вот настолько родственная кровь, генетическая чистота была важна, что у разных народов, у разных культур были вот такие строгие законы относительно родственников. Теперь, вот защищенность родственной крови. Чем более сплоченные родственники, тем больше они добиваются в жизни, тем меньше есть вероятности, что их дочерей обидят мужья, которые, выходят замуж за других мужчин, естественно. Тем меньше вероятности, что в их семью попадут порченные женщины, то есть женщины гулящие и аморальные и так далее. Родственники сплоченные, они очень строго следят за соблюдением всех правил их семьи, их рода, их устоев. Они не допускают чужаков, они не допускают грязь в свою семью. У них есть определенные менталитеты, и они двигаются и живут по определенному закону своей семьи, своего рода. То есть, например, вот в этой семье принято, чтобы девочки получали профессию. Они все будут так получать. В этой семье принято, чтобы дети, например, вошли в самостоятельную жизнь в 17-18 лет постепенно, да. Значит, как правило, они следуют всей вот этой инструкции. Таким образом, хотя каждая семья по-своему живет, но в любом случае они советуются между собой и так далее. Родственники сплочаются, когда есть трудный подросток, и он ведет себя неправильно. Дяди, тети, бабушки, там, дедушки, то есть все сплочаются для того, чтобы спасти его судьбу, чтобы воспитать, берут его на поруку и так далее. Это сплоченные родственники. И вот эта вот энергия родственной крови. Знаете, например, у нас вот мой отец уже, в принципе, человек в летах, и тетя, дядя мой, который живет в Ереване, они очень дружные были с детства. Дрались, естественно, как все дети и все такое, но вообще сами по себе между собой были очень дружны. Вот точно так же, например, происходит у нас. Невзирая на то, что мы в детстве могли там подраться, и мы были дети, что-то нам не нравилось, у нас всякое происходило, но в любом случае у нас есть некая сплоченность, то есть мы интересуемся жизнью друг друга, что происходит, у кого какая жизнь. Я не помню, чтобы у нас были какие-то там серьезные прям разногласия или вот ругань, оскорбления друг друга и все прочее. Это говорит о том, что вот пример
наших родителей, и мы видели, как они друг за друга стоят, брат, сестра, и уважение к взрослому, уважение к своим тетям, дяде, то есть не позволить себе лишнего, уважение к гостю, когда они приезжают в гости и все прочее. Это все подсознательно. Нас даже особо не учили, что, вы знаете, вот так надо разговаривать и так далее. Мы это смотрели, мы это видели, и мы таким образом воспитывались. У моей бабушки, естественно, могли быть какие-то там проблемы со своими снохами, как у всех свекрови, там разговоры какие-то, споры. Но я не помню, чтобы, например, моя мать и жена моего дяди, то есть папиного брата, чтобы они там поссорились всерьез или оскорбили друг друга, сказали грязные какие-то слова друг другу. Это было неприлично. Это считалось уделом невоспитанных людей, это считалось дурным тоном, это считалось недостойным поступком и так далее. Естественно, были моменты, что-то им не нравилось. Взрослые люди всегда живут, кому-то что-то нравится, кто-то промолчит. Но не идеально, но был такой устой в семье, что такие вещи для нас дикость. Когда мы узнавали, что, например, там, я помню, я шла с бабушкой, где-то мы были в селе, пошли в гости и шли оттуда, и там вот была целая история, целая драка, кидались друг на друга, две снохи, там последние слова сказали. И я помню, когда я шла домой и говорю: бабуль, а вот моя мама и тетя, не буду сейчас ее называть, жена моего дяди, это жены двух братьев, то есть снохи одной семьи. Вот я никогда не видела, чтобы они так друг друга обижали, оскорбляли. Она сказала: да, правильно, вот видишь, потому что в нашей семье это не принято. Так вот, идеальных семей нет, и идеальных родственных отношений нет. Родственники могут и поругаться, и обидеться, и снова помириться. В любом случае, если у людей происходит какая-то беда, они сплочаются. Я видела много случаев, когда две сестры обиделись друг на друга, не разговаривали, но когда у одной там погиб сын, она пришла, все это помогла, и эти расходы, и очень горевала, очень переживала. То есть обидеться друг на друга, поругаться мы все можем. Всякое бывает в нашей жизни. Однако не радоваться горю друг друга и не причинять это горе. Вот в чем самое главное. Если у родственников нет каиновой печати, а я сейчас объясню, что это такое, то в роду могут быть и разногласия, и разговоры, и споры, и ссоры, и все такое, но в любом случае они сплоченные. И почему это важно? Это важно, потому что это энергия. Эта энергия концентрируется вот в таком родственном кругу, понимаете? Как круг. Вот родственники, вот это вот семейный круг, когда мы говорим, это не просто так. Семейный круг – это наша защита. И исходящая вот от них энергия, от братьев, от матери. Вообще мать, она в основном, как бы сказать, она как главный столб рода, семьи. От матери исходит все, как она поставит себя, как дети должны общаться, как они должны друг друга выручать, помогать и так далее. От матери очень многое зависит. Отец, он добытчик, он пошел вечером, пришел утром. И от отца столько не зависит, сколько вот именно материнское начало. И вот это в кругу семьи мы набираемся силы. Если кого-то из нас обижают, мы знаем, что у нас есть родственники, которые за нас постоят. Если человек, предположим, не дай боги, лишился дома, отобрались, забрались, сгорел дом, человек знает, что у него есть родственники, которые его приютят. Если случается война, человек знает, что есть родственники, которые можно пойти переждать этот момент и остаться в живых, или хотя бы, по крайней мере, есть кому отдать детей на время. Если с нами что-то случится, мы знаем, что у нас есть родственники, они возьмут наших детей, поднимут на ноги. Понимаете? Вот важность семейного круга. И в этом семейном кругу развивается, усиливается энергия человека. Он энергетически силен и защищен. И чем более родственники сплоченные, чем более они между собой в хороших отношениях, тем
удачливее их дети, тем меньше разводов, тем здоровее рождаются дети, красивый род, как награда за благородство и достойный поступок. И так далее. Вот, как Лев Толстой говорил, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. Теперь перейдем уже к несчастным родам. Хочу вам сказать, что печать Каина, как ни странно, в основном у богатых родов, у людей, у которых есть богатство, имущество, хорошее положение, деньги. То есть они совершенно не бедствуют. Чтобы вы не восприняли это, что это в основном у бедных, несчастных, алкоголиков, пьющих и так далее. Ну, понятное дело, они между собой ругаются, дерутся. Нет. Печать Каина, как правило, у богатых родов. И почему так происходит? Вот у нас в селе жил один человек, который в сталинское время, его отец, значит, настучал на своего брата. Его расстреляли. И взамен, то есть в награду за это, он получил его дом и часть его вот этих отары, крупнорогатый скот и прочее имущество. За брата получил. Вдову вместе с детьми выгнал из дома. Куда они пошли, что, никто не знает. Он сам такой же. Он сам стучал на всех своих соседей, ну, что-то там узнавал, вынюхивал. И на брата своего. Они с братом люто друг друга ненавидели. Он как-то полез к его жене. Одним словом, они там поножовщина, чуть не убили друг друга. И после этого они друг друга не видеть не хотели. Все, вот 5 братьев, по-моему, и они все богато жили, хорошо жили, у всех все было. Вы не представляете, до какой степени они люто ненавидели друг друга. И когда как-то кто-то случайно спросил про жену брата, мол, ой, ты не видел ее, я хотела ей там кое-что спросить, что-то их дома нету. Этот человек открыл свою пасть, он такие грязные вещи сказал про свою сноху, последние слова, хотя там никто ничего особо не спрашивал, просто сказали, вот ты не знаешь, они дома, а то я постучала, что-то их нету дома, хотела что-то передать. Самые грязные, отвратительные слова, которые возможно слышать. Люто ненавидели друг друга, и у них богатое хозяйство. Они очень хорошо жили и живут сейчас. Их дети точно так же ненавидят друг друга, но они, знаете, у каждого из них фирма, магазины и все прочее. Но при всем том, что у них есть материальные блага, у них нет счастья. У одного умер сын молодой, 5 детей остались. Эту сноху довели до того, что она просто ушла из дома с этими детьми. Уже прям невозможно было это все терпеть. У второго сыновья 5-6 раз женатые, все плохие, все гулящие, как обычно. Все такие-сякие со всех стран мира, с Белоруссии, с Армении, с России. Отовсюду жен привели, и все эти жены убежали через месяца 3. Потому что жить там было просто невозможно. Вот плюют им в чашку, в миску, когда они едят. Вот такая вот ненормальная семья. И все эти братья, их сыновья, некоторые находятся в Греции, некоторые в России. Много детей, да. Но очень богатые люди. Но вы не представляете, какая ненависть друг к другу. Они не разговаривают, они не хотят друг друга видеть, знать не хотят. То есть абсолютная лютая ненависть. И эта лютая ненависть приводит к тому, что материальные блага есть, но рождаются больные дети, рождаются некрасивые дети. Маленький ребенок, сколько ей лет, там 12 лет, по-моему, да, было, девочке, она весила там чуть ли не 140 килограмм. И постоянно лечили ее, то одна болячка, то вторая. Сын родился немножко не в себе, идет, смеется, ерундой какой-то занимается. То есть вот род, который имеет все возможности жить хорошо, который не обделен деньгами, богатством, имуществом, но он очень несчастен. И в этом роду кипит просто лютая ненависть. Все дети
внуки, каждый из них там сидел, выходил, что-то по хулиганству, что-то там случилось, кто-то кого-то убил, какое-то насилие, что-то еще, чего-то. То есть опозоренные люди, но очень богатые. Я помню, как я видела, когда они с семьей шли, вот и мы как бы такие, ну, не миллиардеры, ну, наши предки были богатые люди и раскулачили, ну, сейчас вот как бы средненько. И они шли со своими детьми. И я хочу вам сказать, без лишней скромности, у нас в семье красивые девушки, такие высокие парни. Приятно было смотреть на наших детей. И посмотреть на их детей. У этих детей огромные носы, безобразные щеки. Они молодые, еще 15, 16 лет, 17. То есть какие-то как дедушки и бабушки, как старые. Сало везде валяется, глупые разговоры. У всех там куплены дипломы, все у них есть, все там не... Вообще думать им не о чем. Если им нужно, даже откроют для них специально какую-нибудь клинику, лишь бы он там был главврачом. Понимаете? То есть для них никаких проблем не существует. Но у них нет ни ума, ни красоты, ни вот этого глубокомыслия, ни счастья. Много раз разводятся, женятся, везде дети, где-то рожденные и так далее. Единственное материальное благо. Теперь я скажу, откуда приходит Каинова печать. Если, понимаете, это наша кровь. Преступление против своей крови не прощается. Если дед лезет к своей внучке, если брат лезет к жене брата или к сестре своей, или к снохе, если брат настучал на брата и его арестовали, посадили и расстреляли, особенно во время сталинское время. Если один брат ради своего престижа и погон взял, посадил второго брата или заказал, такое было в Грузии. Один был прокурор, брат его заказал, потом сам стал вместо него. Тоже очень богатая семья, но дома разруха, ненависть. У него любовницы, жена несчастная, таким лицом ходила, не улыбалась вообще. Сыновья, каждый куда-то пошел, кто-то на ком-то женился, развелся. Везде в каких-то делах их, значит, их ловили, сажали, отец их вытаскивал. Абсолютно несчастная семья. И многие считают, что вот проклятые богатства собрано, поэтому вот так. Нет, друзья мои, не из-за этого, а из-за того, что человек совершил преступление против своей крови. И тем самым проклял вот через себя, через свою кровь всех своих потомков. И между родственниками начинается ненависть. Вот один брат сдал другого брата, и в сталинское время его расстреляли. После этого между братьями, между их детьми, потом внуками, правнуками началась абсолютная ненависть. В этих семьях дети обвариваются, вот причем нелепые смерти. Знаете, так обварился, умер, на себя чайник опрокинул. Там поднялся на балкон, внезапно упал, а там на эти прутья вот острые. То есть нелепые смерти, какие-то постоянные, как будто вот все эти происшествия, все эти какие-то нехорошие случаи, да, прям охотятся за этими детьми, за этими семьями. У них постоянные проблемы, постоянные трудности, постоянные грызня между собой. Они друг друга кидают, друг у друга что-то воруют. У них нету человеческого отношения. Например, в бедной семье, может быть, одно платье там 3 сестры одевают по очереди. У них, знаете, очень спокойная душа, любовь друг к другу, уважение. А потом они создают свои семьи, поднимаются, начинают богатеть, помогают друг другу встать на ноги. Детей друг друга женят, друг другу приглашают в гости, и тоже дают возможность заработать, подняться. А потом, глядишь, например, там годам 40-50 сидят вместе, семья, вот семейный круг. И вспоминают, как они были бедные, как им было трудно. Но они друг другу помогали. Была любовь. Вот эта любовь и человеческое отношение – это очень сильная защита. Эта энергия любви,
Она помогает людям из бедных семей подняться до очень просто астрономических таких высот. Помните Рима Маркова и Леонид Марков? Это брат и сестра. Многие даже не знали, потому что очень разные люди. Они приехали в Москву, они приехали в этих валенках, сельские, деревенские, абсолютно без какой-либо помощи. Но они настолько друг друга любили и берегли, что и она, и он стали народные артисты, то есть известные люди. Понятное дело, что пришлось им пройти много трудностей, но в любом случае они состоялись, помогая друг другу и поддерживая друг друга. Бедная семья, казалось бы. Их дети дружат, то есть у них вот это такая связь сильная. А есть люди, у которых нет нужды, у них миллиарды, у них никаких проблем, они в любой каприз, они могут все что угодно себе позволить, но у них нету между собой взаимопонимания, у них нету между собой человеческого отношения. И вот эта вот ненависть друг к другу, лютая, жгучая ненависть, она приводит к тому, что кроме материального больше никакого счастья нет в этой семье. И многие снохи, которые выходят замуж, например, в эти семьи, они видят, что там абсолютная какая-то дикость, там нет уважения друг к другу, там нет нормального человеческого отношения, там мать может орать на сына, сын может орать на мать, там дети могут орать друг на друга, то есть абсолютно нет мира. Но, казалось бы, они выходили замуж в богатую семью, обеспеченную, понимая, что раз уж нету материальных проблем, вроде бы у людей не должно быть никаких причин вот для грызни, ненависти. Оказывается, что нет. И самое интересное, что такие люди при людях держатся очень, знаете, так сдержанно, очень культурно. То есть они при людях не показывают. Это вы когда внедряетесь в эту семью, вы понимаете, что вы попали в какой-то темный лес с дикарями. Это богатые люди, это люди, у которых есть имя, у которых есть, как бы сказать, которых многие знают, уважают. Но вы, приближаясь к ним, вы понимаете, что это такие просто недочеловеки, что с ними лучше вообще не иметь никакого отношения, тем более не выходить и не жить в их семье. Так вот, друзья мои, как избавиться от этой печати? Когда люди мне говорят, вот вы рассказали про печати, а что делать дальше? Послушайте меня, когда врачи рассказывают про болезни, они же вам не говорят, как надо делать, что надо, какие лекарства пить. Они вам рассказывают симптомы болезни. Лечиться вы идете к врачу, не так ли? То же самое здесь. Я рассказываю, чтобы вы поняли, чтобы вы могли, может, себе объяснить некоторые моменты, узнали себя или кого-то из окружающих. Если в вашей семье ваши родители люто ненавидят своих братьев и сестер, своих родителей, если они конфликты, споры, это одно, а ненависть, желание навредить, это другое. Если родственники между собой, знаете, раздирают просто дачи, квартиры, машины, оставшиеся от дедушки, бабушки, если вместо того, чтобы сочувствовать семье, которая там потеряла молодых, да, такое бывает, а ребенок остался сиротой, вместо того, чтобы сочувствовать и помочь, и думать, как бы этому ребенку помочь, они прибегают сразу же делить имущество, срывают ковры и быстро запихивают в сумки, значит, сервисы и все, что возможно. Значит, у этого рода Каинова печать, печать Каина. Причем, еще раз говорю, это ненасытные люди. Они сами богатые, они не нуждаются ни в деньгах, ни в имуществе. Но они готовы урвать последний кусок друг у друга. Они готовы судиться. Они, имея миллионы, готовы за, не знаю, 100 тысяч ходить по судам по полгода, чтобы оторвать у родственников. Речи быть не может, чтобы они отказались от своей доли. Речи быть не может, чтобы они упустили какой-то момент, вот клочок земли. Они могут за 10 сантиметров земли друг друга поубивать. Почему так происходит? Считалось, что если человек нарушает закон крови, если человек проклинает свою кровь,
если человек совершает преступление против своей крови, против своего брата, снохи, отца, деда, то есть какой-либо аморальный или страшный поступок, переступает грань, то есть убивает своего брата по какой-то причине, понимаете, вот не случайно там так получилось, что опрокинул стол и там оказался под ним человек, нет, а убирает с дороги для того, чтобы овладеть его имуществом, его женой. Если человек допускает в семье такой аморальный поступок, если он, например, уходит с женой брата, с племянницей, если этот человек допускает обман, то есть он обманывает своего брата или сестру, забирает его имущество, или, понимая, что они в трудном положении, заставляет их там что-то подписать, предположим, вот дом отдаешь мне, там живешь, сколько я тебе позволю, а люди от безысходности берут, подписывают, потому что некуда идти. Когда человек обманным путем, например, продает дом и оставляет мать на улице, то есть любое преступление против своей крови приводит к тому, что в этот род приходит некая темная, некая злая сила и начинает между собой просто ссорить всех родных, близких. Это будет длиться бесконечно. Полностью снять со всего рода возможно только в том случае, если все представители этого рода, которые живые в данный момент, придут к ведьме и будут это снимать. Но поскольку кто-то верит, кто-то не верит, кто-то не хочет, и тем более понимая, что это люди абсолютно лишенные моральных каких-то критерий, они навряд ли захотят от этого избавиться, поэтому эти роды так и продолжаются. Единственное, что если человек почувствовал в себе это, если человек узнал в этой истории свою семейную историю, историю своего рода, своих родственников, он от себя это может снять, чтобы дальше, после него, его детям это не передалось. То есть одна ветка этого рода будет оздоравливаться, идти дальше уже нормальным путем. Это тоже можно назвать родовым проклятием. Это некий вид родового проклятия. Но это то родовое проклятие, которое накладывается не кем-либо, а самим человеком. То есть сами представители рода допустили такое, что, совершая преступление против своей крови, они допустили к своему роду вот этого духа. И почему называется печать Каина? Потому что, согласно преданию, не только библейскому, хочу сказать, что про Каина и Авеля не только там написано, но самый известный персонаж все-таки там находится, да, Каин и Авель. Каин был богаче, он был очень богат, а Авель был более добрый, да, достойный, честный, благородный. Согласно преданию, Каин, значит, убил своего брата, позавидовав ему, позавидовав тому, что его больше любят, и к нему лучшее отношение как Бога, так и родителей. Но сейчас мы Библией не будем руководствоваться, потому что Библия очень много перевернута из языческих историй, выдана за христианские предания. Но в любом случае, но именно по этой причине, что Каин совершил против своей крови преступление, и после этого у него не было покоя в этой жизни. И вот это вот смертоубийство родственников и ненависть друг к другу, как было у Каина к Авелю, то есть между родственниками, оно очень похоже на именно вот такой случай. И поэтому определение дается именно таким образом. Печать Каина. Печать Каина приводит к тому, что род постепенно вырождается. В итоге остается только один человек, который наследует все это имущество. Ну, практически один человек. Ну, может быть, там дочери где-то замужем за кем-то. Но в основном наследники мужчины остаются один человек, как правило. Но вот на какой стадии ваш род, вы можете понять сразу, сколько там еще осталось мужчин, и через сколько там, может быть, через 50 лет, через 70, через 100 лет, через 200, уже это закончится, и один человек унаследует все имущество, он останется один. После чего тот самый род, который дальше от него пойдет, он уже будет очищенный и обновленный. То есть Каинова печать может идти сотни лет до того момента, пока не останется один человек,
без никаких родственников, и от него начнется обновление. Теперь, я уверена, что среди вас есть такие люди, у которых именно такой род был. И с удивлением они обнаружат, что в их роду остался там один дядя или один племянник всего лишь, что огромное количество мужчин, женщин, бабушки, дедушки, тетушки и так далее давно уже лежат в могилах, что от рода практически никого не осталось. И остался один человек, один мужчина. И он унаследовал все их имущество. Вот после него идет новый род, обновление. Вот таким образом происходит, то есть вот Каинова печать. Допустили в семью, допустили, чтобы к роду прицепился вот этот дух, злой дух, и он будет наказывать весь род вот этой вот ненавистью друг к другу, ненавистью, отторжением. Там будет происходить все, что угодно. Дележ, ненависть, желание сожрать друг друга живем. Притом, еще раз говорю, они не нуждаются совершенно, эти люди. У них алчность в глазах, они ни копейки никому не уступят, у них ненависть, они могут радоваться несчастью друг друга, они не придут и не посочувствуют, если кто-то из них погибнет. Вот так. У кого как? У кого-то Каинова печать может закончить через 50 лет, все лягут в могилу, один останется. У кого-то 200-300 лет могут идти. Огромное количество детей, и пока они все, их потомки, их внуки, дети не закончатся, они не сойдут на нет, оставляя только одного наследника, эта печать будет идти. Но человек может себе это снять, то есть с помощью ведьмы. И после него эта печать дальше не пойдет. Это абсолютно беззащитные роды. У них нету этой энергии и этого семейного круга, где развивается, вот в этом коконе развивается энергия, взаимопомощь, любовь, поддержка, и благодаря чему они становятся более удачливые люди. Потому что вот эта вот энергия добра, энергия вот этой вот поддержки, любви друг к другу, вот эти посылы, вот этот фон положительный у семьи Каиновой печатью нет, не существует. У них рождаются больные дети. Чем дальше, тем страшнее, тем более некрасивые лицом и телом, тем более отсталые умом. Вот постепенно вот этот род вырождается, сходит на нет до одного человека. Вот вам пища для размышления и разъяснение еще одной печати. Всем удачи. И доброго утра, наверное, уже. Да, уже петухи поют где-то.